Когда Лэндон, любитель беспилотных летательных аппаратов, пролетал на своем дроне над отдаленным лесом, он не ожидал ничего, кроме живописных кадров. Но когда камера развернулась, он увидел нечто тревожное. Его сердце бешено колотилось, когда он просматривал отснятый материал, что он только что обнаружил. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Мне нравится». Подпишитесь и нажмите на колокольчик уведомления, чтобы не пропустить наши новые истории. Зависнув, чтобы рассмотреть их поближе, его беспилотник внезапно потерял сигнал, экран потемнел. Расстроенный, он запрыгнул в свой джип, решив найти нужное место. Пересеченная местность затрудняла навигацию, и по мере того, как он углублялся в нее, его охватывала неуверенность. Когда ему показалось, что он уже близко, он нажал на тормоза всего в нескольких футах от оврага. Потрясенный, но непоколебимый, он продолжил движение, осматривая местность. Заметив поляну, он развернулся и вышел на нее с широко раскрытыми от шока глазами. Вместо каменных глыб он обнаружил сотни брошенных грузовиков. Идя по жуткому лабиринту, он не мог понять, как они сюда попали. Ни дорог, ни четкого пути. На что он наткнулся? С каждым шагом решимость Лэндона укреплялась. Он был готов раскрыть любые секреты, которые были погребены под слоями пыли и времени. Стоя среди ржавых грузовиков, он проникся глубоким чувством истории и тайны. Эти молчаливые гиганты, давно забытые, казались шепотом скрытого прошлого. Он был одновременно и нарушителем, и хранителем их нерассказанных историй, стоящим на пороге грандиозного открытия. Лэндон заметил, что все грузовики были заперты толстыми металлическими цепями, как будто внутри что-то было спрятано. Он нашел свой поврежденный беспилотник, что опечалило его, поскольку он был довольно новым. Хотя он мог уйти, он чувствовал себя обязанным остаться и исследовать местность. Местность напоминала кладбище ржавых грузовиков, заброшенных на долгое время. Затем он вспомнил, что у него в джипе может быть болторез, и эта идея могла все изменить. К сожалению, когда он проверил, их там не было. Все еще полной решимости раскрыть тайну, он вернулся к своему джипу. Однако найти дорогу домой оказалось непросто, и он потратил несколько часов на поиски главной дороги. Когда наступила ночь, он, наконец, добрался до ровного асфальта и вздохнул с облегчением. Вернувшись домой, он нашел болторезы и уложил их в свой джип. Утром, чувствуя прилив сил, он взял перчатки, маску и другое защитное снаряжение, прежде чем отправиться обратно в отдаленный лес. Лэндон тщательно проверил свое снаряжение, каждый инструмент был шагом в неизведанное. Пока его джип грохотал по гравийной дорожке, его мысли метались в разные стороны. Риск был велик, но не менее велик и трепет открытия. Когда он добрался до поляны, пейзаж был окутан туманом. Брошенные грузовики стояли, как забытые гиганты, их ржавые корпуса шептали о забытых историях. Крепко сжимая болторезы, Лэндон подошел к ближайшему грузовику. Он закрепил их на первой цепи. От резкого нажатия металл треснул, и громкий лязг эхом разнесся по лесу, словно кто-то вторгся в запретное. Удовлетворение смешалось с тревогой. Пути назад уже не было. В каждом грузовике, который он открывал, обнаруживалась пустота. Укрепленные стенки и герметичные уплотнения намекали на нечто необычное, предполагая, что их содержимое когда-то было ценным или опасным. Изменения создали атмосферу секретности и срочности.
подтолкнув Лэндона еще глубже погрузиться в их забытое прошлое. Осматривая другой грузовик, он заметил нечто необычное — аномалию в конструкции. Продолжая расследование, он обнаружил потайное отделение, встроенное во внутреннюю обшивку. Оно открылось с тихим скрипом, и под ним оказалась стопка старых потрепанных документов. Пульс Лэндона участился, когда он осторожно развернул хрупкие бумаги. Их выцветший текст и зашифрованные пометки указывали на правительственный проект, покрытый грифом секретности. Официальный жаргон и неразборчивые коды намекали на что-то, что долго скрывалось. Эти документы были фрагментами забытой операции, которые еще больше затянули Лэндона в лабиринт тайн. Документы вызывали недоумение, сплетая паутину секретности, которая давала больше вопросов, чем ответов. Казалось, что каждая страница, которую переворачивал Лэндон, углубляла загадку, отбрасывая длинные тени интриг и сокрытия. Чем больше он читал, тем больше осознавал глубину тайны, с которой столкнулся. Лэндон разложил документы перед собой, пытаясь собрать воедино разрозненные подсказки, даты, имена, смутные упоминания о местах. Каждый элемент был фрагментом головоломки, требующей решения. Он знал, что эти загадочные фрагменты, будучи собраны вместе, могут раскрыть историю, имеющую большое значение. По мере того, как Лэндон углублялся в изучение документов, неоднократное упоминание о причастности правительства звучало зловеще. Это открытие придало новый уровень серьезности его выводам. Он обнаружил не просто заброшенное место. Это было связано с полномочиями и, возможно, секретностью на самых высоких уровнях. Лэндон посмотрел на грузовики. Их проржавевший внешний вид противоречил намерениям, с которыми они были спрятаны. Теперь стало ясно, что их размещение здесь не было случайностью. Это был продуманный акт, целенаправленное сокрытие. Грузовики, которые, возможно, когда-то были оживленными, теперь стояли, окутанные тайной. Их истинная миссия была скрыта под слоем времени и тишины. Среди грузовиков Лэндон ощутил огромную важность своего открытия. Документы, грузовики, их потайные отделения — все эти фрагменты составляли головоломку, слишком сложную, чтобы разобраться с первого взгляда. Он понял, что стоит на пороге глубокой тайны. Чем больше Лэндон размышлял, тем очевиднее становилось, что сокрытие грузовика намекало на более масштабную и зловещую цель. Они были не просто брошены. Их похоронили, спрятали от любопытных глаз и оставили в забвении. Беспокойство Лэндона росло по мере того, как лес, казалось, наблюдал за ним. Внезапный звук нарушил тишину, заставив его броситься бежать. Сжимая документы, он с бешено колотящимся сердцем помчался к своему джипу. Когда-то захватывающая тайна превратилась в отчаянный побег. Лэндон бежал через густой лес, преследуемый невидимой опасностью. Ветки хлестали его, а извилистые тропинки грозили сбить с пути, но он упорно шел вперед. Наконец он добрался до своего дома, запыхавшийся, но полный решимости. И все же его решимость докопаться до истины оставалась непоколебимой. Оказавшись внутри, Лэндон занялся исследованиями, просматривая военные архивы в поисках ссылок на операции времен Холодной войны. Его настойчивость принесла свои плоды. Он обнаружил намеки на тайные военные действия с участием грузовиков, подобных тем, что были в лесу. В поисках дополнительных ответов он связался с отставным военным офицером, который, по слухам, был осведомлен о секретных операциях.
К его удивлению, офицер согласился встретиться. Его загадочный ответ намекал на наличие глубоких секретов. Тщательно подготовившись, Лэндон знал, что эта встреча может стать ключом к разгадке тайной истории грузовика. Сидя напротив ветерана в тихом кафе, он внимательно слушал, понимая, что находится на грани раскрытия давно похороненной главы прошлого. Лэндон внимательно слушал, пока офицер говорил вполголоса, раскрывая фрагменты секретной операции, похороненной под слоями секретности. Грузовики, которые когда-то были загадкой, были частью секретной операции по уничтожению. Их назначение было важным, но скрывалось за директивами национальной безопасности. Хотя офицер и был осторожен в выражениях, он намекнул на опасные материалы, предположив, что все, что перевозилось, было слишком опасно для обычной утилизации. По телу Лэндона пробежал холодок, когда он осознал последствия. Укрепленные стены, герметичные уплотнения, а теперь еще и упоминание об опасных веществах нарисовали мрачную картину. Эти грузовики использовались для чего-то гораздо более зловещего, чем он себе представлял. Когда встреча закончилась, он вышел на дневной свет, обремененный знанием, которое было одновременно и сильным, и тревожным. Полной решимости выяснить всю правду, Лэндон вернулся на кладбище грузовиков. Это место, которое когда-то было просто жутковатым скоплением брошенных автомобилей, теперь напоминало остатки секретной операции. Когда он осматривал местность, его внимание привлекла необычная аномалия в земле рядом с грузовиками. Смахнув слои грязи и листьев, он обнаружил зарытый в землю заржавевший контейнер, который был запечатан, скрывая еще один секрет. Внутри было сложено несколько бочек, на каждой из которых был безошибочно узнаваемый символ радиоактивных материалов. Лэндон отшатнулся, осознание этого обрушилось на него как волна. Это были не просто забытые грузовики. Это место было скрытой от мира свалкой радиоактивных отходов. Теперь стала понятна секретность грузовиков. Они перевозили токсичные грузы, остатки операции времен Холодной войны, направленной на скрытное уничтожение опасных материалов. Вернувшись домой, Лэндон столкнулся с моральной дилеммой. Он раскрыл часть истории, которая была намеренно стерта, правду, которая могла иметь серьезные последствия, если бы она была раскрыта. Рискнул ли он раскрыть давно скрытый секрет, что могло вызвать скандал, или же он промолчал, позволив прошлому остаться скрытым? На него давил груз ответственности. Теперь правда была в его руках. Что он будет делать дальше? Это было нечто большее, чем просто раскрытие забытой истории. Речь шла о том, чтобы восстановить справедливость в случае потенциально опасной оплошности. Решение раскрыть правду было делом его совести. Лэндон приступил к скрупулезному сбору доказательств. Он разложил по полочкам сделанные им фотографии грузовиков и бочек, зашифрованные документы и свои заметки о встрече с военным офицером. Каждый фрагмент был важной частью истории, которую ему нужно было рассказать. Открытие Лэндона больше не было просто тайной. Оно стало доказательством скандала, который вот-вот будет раскрыт. Вооруженный неопровержимыми доказательствами, он обратился к журналисту-расследователю, известному тем, что разоблачал экологические махинации. Он тщательно составил свое сообщение, подробно описав серьезность того, что обнаружил. Нажав «Отправить», он почувствовал, что перемены начинают набирать силу. Это был момент действовать, чтобы вытащить на свет давно скрытую правду.
В последующие дни Лэндон тщательно систематизировал свои находки, следя за тем, чтобы каждый документ, каждое доказательство были готовы. Это была не просто новость, это было откровение, которое требовало ответственности. Он знал, что как только правда выплывет наружу, пути назад уже не будет. Когда эта история наконец получила огласку, она вызвала волну возмущения по всей стране. Заголовки газет кричали о скрытом экологическом скандале, вызвавшем широкое возмущение общественности. Правительство, застигнутое врасплох, предприняло все возможные меры для сдерживания последствий. Было начато расследование, официальные лица выступили с заявлениями, и на кладбище грузовиков были направлены группы для выяснения всех масштабов операции. Пока нация потрясалась от этих разоблачений, Лэндон отошел в сторону и задумался о своем путешествии. То, что началось с простого полета беспилотника над лесом, превратило его в невероятного разоблачителя. Его любопытство раскрыло тайну, хранимую десятилетиями, доказав силу настойчивости перед лицом обмана. Лэндон решил посвятить себя защите окружающей среды. Он приступил к выполнению новой миссии, используя свой беспилотник не только как инструмент для открытий, но и как оружие против скрытой несправедливости. С новой целью он стал защитником окружающей среды, решив раскрыть правду, которую другие пытались скрыть. Большое вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик для уведомлений, чтобы никогда не пропустить такие удивительные истории, как эта.